И всем привет, вы на канале Польза.нет. Здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, мы с вами будем обозревать Asus Zenfone 9. В чем его супер-мега особенность? В том, что это компакт. То есть мало того, что он маленький, мало того, что у него есть мини-джек, мало того, что без чехла он выглядит лучше, чем в чехле, и тактильно это просто цвет, блеск, красота, как говорят, как стиралка по ощущениям. Так он еще и выбивает больше миллионов баллов в Antutu легко. 3 миллиона баллов в Antutu AI, великолепно фотографирует, великолепно снимает видео. На фронталке у него барабанная дробь 4К. И вы представляете, как много всего они запихали вот в такой вот маленький аппарат. И вроде бы там еще и 8 часов PC-марки по автономности с лишним. Но все ли так волшебно? Спойлер, вообще нет. Рекламу вы уже услышали. Переходим к ролику. Смотрим. Ну и стандартно, разумеется, мы смартфон топим. В самом начале, как вы любите, еще потоплю потом в ролике. Ролик увидели, значит, работает. Так, ну мы с вами помним, что начало любого подобного обзора должно быть вот таким. Помыли ноги, помыли телефончик. И это не первый раз, когда я его топлю. Я топил его еще, получается, в фонтанчике. Вы это тоже увидите. На 1,5 часа я его засовывать сюда не собираюсь. Экран, напоминаю, без защитной пленки сразу. И здесь есть мини-джек, но пока смарт не окирпичился. И это хорошо. Распаковка. Поставляется данный смартфон в минималистичной серой коробке. Выглядит она, разумеется, эстетично за такие-то деньги. На упаковке есть название модели и краткая характеристика. Пакинг хороший, в комплекте мы имеем ключ для извлечения слота для сим-карт, краткую информацию, отличный чехол, кабель с USB Type-C на USB Type-C, блок питания на скромные 30 Вт и сам телефон. Ощущение, как будто я яблоко купил по блоку питания, хотя в яблоке нет блока питания в комплекте. Смартфон не имеет защищенные пленки, за что огромный минус, потому что царапается он на ура. За 2 дня мой экран уже пришел в состояние, как будто я носил его 2 месяца. Но не так ужасно, как, с другой стороны, Pixel 6 или 6 Pro. У тех вообще были желейные экраны. Выглядит смартфон стильно и компактно. Пришел он с 47% заряда, слот прорезиненный на 2 сим-карты. Весит смартфон без чехла 171 грамм, а габариты составляют 146 на 68 на 9,7 мм, без блока камер, а с блоком камер 12,6 мм. Не забудьте подписаться на канал, розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны, плюс в описании у меня есть 14 топов под распродажи. Смотрите, выбирайте, смотрите стримы в записи с инструкциями того, как тот или иной продукт подбирать. Их на канале тоже много, в описании они тоже есть. И по розыгрышам, у меня ежемесячный розыгрыш 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого, розыгрыши еще есть, смотрим в описании. Подписываемся с колоколом, перейдем же к смартфону. Полетели. Поставляется данный девайс в 4 вариантах расцветки. Это бежевый, черный, бордовый и голубой. Внешне смартфон, я повторяюсь, выглядит очень интересно. Тыльная часть тактильно приятная, похожа на стерку, как многие говорят, я абсолютно солидарен. Рамка выполнена из алюминия, но заляпывается все это дело за 2 дня буквально, и вам при любом раскладе придется носить чехол. И очень круто, что есть опять же бордовый, но я, допустим, его когда приобрел, продавец сказал, что их уже раскупили, и мне пришлось согласиться на черный. Мне его отправляли, к слову, с Али 3 недели. Сборка хорошая, как и качество материалов, с рук смартфон не выскальзывает. Лежит Zenfone 9 в руке как с чехлом удобно, так и без него. Пользоваться одной рукой можно без каких-то проблем, разумеется, хоть половиной руки. На корпусе расположена кнопка питания, рядом с которой есть сенсорная область для более удобного использования смартфона одной рукой. В настройках можно повесить различные команды на свайпы. К примеру, мне было удобно смахивать панель быстрого доступа. Но есть и минусы. Данная функция не всегда работает корректно. Ко всему, прокрутка страницы почему-то происходила только вниз. Также тыльная часть смартфона тоже имеет функционал. К примеру, двойным касанием можно запрограммировать на любое действие из представленных в настройках. Их, правда, по минимуму, но интересно. Помните, как кто-то на сжатие реагировал в Pixel Forever? Далее, на корпусе есть качели регулировки громкости, стандартно убогий разъем USB Type-C версии 2.0, OTG, правда, 2 микрофона OZA аудио, динамики основной и разговорной, звучание тут псевдо-стерео, так как разговорный выступает в роли основного. Звук хороший, громкий, но совсем не топ, габариты все-таки при колонках имеют значение.
Над звучанием производитель работал совместно с Dirac. Смартфон имеет сертификацию, разумеется, Hi-Res Audio, технологию Snapdragon Sound, технологию OZA Audio для записи пространственного звука с шумоподавлением. Правда, на пляже это мне вообще никак не помогло. Микрофоны по полной программе ветром забивало. Плюс за то, что нам предоставили мини-джек на 3,5 мм, а АК-порта не завезли, это минус, но не для многих. Для меня точно нет. Смартфон имеет водонепроницаемость класса IP68, как вы уже видели в начале ролика. Я его усердно топил, притом напоминаю, то, что делал я и топил его в соленой воде, делать ни в коем случае нельзя. Любые электронные устройства боятся соленую воду и боятся перепада резкого температур, то есть наши любимые бани. Летим дальше. Смартфон оснащен дисплеем Samsung AMOLED на 5,9 дюйма при поддержке Pixelbox с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Широкий цветовой охват DCI-P3, соотношение сторон 20 к 9, HDR10 и HDR10+ на борту, как и две сертификации SGS. Матрица экрана без закругленных краев, точнее, это экран не водопад, и покрыт он стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Плотность пикселей 445 ppi, что хорошо, пиковая яркость 1100 нит. При прямом попадании света на экран яркости не хватает, в солнечный день пользоваться смартфоном можно, но не всегда удобно. Частота обновления экрана 120 Гц, на выбор также есть 60 Гц, 90 и автогерцовка. Тач на скромные 240 Гц, и тест на дискретизацию касаний вы можете наблюдать на экране. Результат меня не удивил, ничего фантасмагоричного в нем не было, хотя играть удобно. DC-диминг в наличии, но только на 60 Гц. Показатели шума вы можете наблюдать на экране, и результат не совсем плохой, но и не супер хороший, так как процент шума иногда достигает 40% при низкой яркости. Для экрана Samsung это стандарт. Автояркость отрабатывает отлично, Always On Display в наличии, мультитач, разумеется, берет все 10 пальцев, если они у вас поместятся на этом экране. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, что с какой-то стороны очень удобно, и распознавание лица. С другой стороны, отпечаток пальцев в кнопке, но это атовизм. Сэкономили, потому что все равно комфортнее, тыкаешь по экрану, и все, он разблокируется. Сканер отпечатков пальцев работает стабильно, разумеется, хорошо, распознавание лица срабатывает даже под углом. Подбородок внизу экрана есть, и для данной ценовой категории он большой. Рамки тоже не маленькие, но смотрим в сторону яблока, у них рамки тоже не совсем маленькие. А ценник, я думаю, вы и сами знаете какой. С другой стороны, там есть какие-то логичные объяснения. Какие объяснения у Zenfone? Ну, в принципе, как в игровых, но у них там симметрично, вверх и низ. Экран у Zenfone 9 из-за цветопередачи насыщенности неплохой, но яркости не хватает, и это факт. Притом я даже не ощущаю эту пиковую яркость 1100 нит, вообще никак. В настройках, разумеется, есть различные стандартные функции для персонализации экрана под свои предпочтения, что хорошо и удобно, но стандартно, не удивили. Притом я считаю, что все равно у Asus слишком много функций, это особо касается того, как они отнеслись к камере, но об этом потом. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами, максимальная частота которого 3,2 ГГц. Графический процессор Adreno 730, интерфейс Android 12 версии, шрифт лично мне не понравился, подвисание анимаций проскальзывают, они не лютые, но бывает. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 и 16 гигабайт, что прям великолепно. Внутренняя память шустренькая, UFS 3.1 и на выбор 128 или 256 гигабайт. За охлаждение здесь отвечает испарительная камера с медным теплораспределителем, с графитовыми пластинами и термопастой. Не скажу, что она прям супер-мега круто справляется, но неплохо. Про стабильность увидите в тестах. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 и 6E версии, поддержка 5G сетей, что для нас не актуально. Для 4G бенды есть 7 и 20, связь ловит отлично, звучание во время разговора хорошее, микрофоны, как и датчик приближения, отрабатывает также хорошо. Вибромоторчик меня не порадовал, слово совсем. Конечно, он не топорный, но не то, что я ожидал от Asus, хотя может быть здесь дело в размере. Bluetooth версии 5.2, почти последний, NFC поддерживается, можно устанавливать MirPay и оплачивать покупки NFC модулем. Или подключать ваши любимые наушники, если они соневские, по-быстрому, при помощи этого модуля. Или, как многие, ключи туда заводить. GPS-тест показывает точность 3 метра в городских условиях, опять же стандарт, лучше при этом процессоре не бывает. Емкость аккумулятора скромная, 4300 мАч. В PC-марке он выдал 8 часов 39 минут, и осталось еще 20%, но опять же помним, что PC-марк считает примерное количество часов, если вы начинаете с 100% и заканчиваете нулем. То есть, по его мнению, 8 часов 39 минут должен этот смарт проработать, при том, что при моем реальном использовании он максимум выкатывал где-то 3.40, 3.50 активного экрана. И по автономности, к сожалению, он очень сильно напоминает мне Samsung S21, который я по 4 раза в день заряжал. Вот это плюс-минус те же тапки, но чуть-чуть лучше.
лучше. И это основной фейл, я бы сказал. Хотя вы этих фейлов услышите за ролик много. Тест я приводил при 120 Гц на максимальной яркости, разумеется. Заряжается он с 0 до 100% за 1 час в среднем. Беспроводной зарядки нет. При просмотре одного ролика, не с YouTube, а ты его просто скачиваешь и смотришь, уходит 9%. Это нереально много. Отмечу, что есть 4 системы режима, такие как высокая производительность, динамичный, устойчивый и сверхустойчивый. И здесь тоже барабанная дробь. Ты, если захочешь поменять герцовку, тебе надо опять искать эти режимы, менять с высокой производительности, потому что там залочено 120 Гц. И потом идти менять, допустим, на 60 Гц и включать DC-диминг, если тебе это нужно. Вот такой подход к меню, но он как минимум неразумен. В играх за 1 час уходит в среднем где-то 23-22%, иногда 21%, если легкие игры. Играть можно без проблем, так как картинка не фризит, лагов не наблюдалось, яркость он не сбрасывает. В тот же Genshin Impact, Diablo Immortal, Apex Legends играть можно. Если хотите, чтобы я погонял его в Твиче, интернет у меня уже более-менее, пишите в комментариях, поиграю при вас, увидите, как он быстро будет разряжаться. Перейдем же к тестам. Смартфон тротлит заметно по тротлингу. 269 гипсов минимально, максимально 431 гипс, в среднем 335 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. Но самый первый раз он прошел тротлинг-тест стандартно на понижение. 321 гипс минимально, максимально 438 гипсов, в среднем 363 гипса на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench в сингл-коре 1302, в мультикоре 4065, 3D Mark показал Wildlife Maximum, Wildlife Extreme 2819, Wildlife Stress Test 10490, Wildlife Extreme Stress Test 2816, Slingshot Extreme и Slingshot на максимум. В Antutu выдал результат в 1 миллион 69 тысяч попугаев. Storage тест показал средний 67 тысяч, потому что на таком типе памяти я привык видеть 73-75, и это тоже будет влиять на скорость системы, разумеется. 45-минутный стресс-тест прошел довольно неплохо, результаты вы можете наблюдать на экране. Результаты теста искусственного интеллекта отличные, 3 миллиона 59 тысяч. Основной блок камер с тыльной части состоит из 2 сенсоров и двойной LED вспышки. Основной сенсор Sony IMX766 на 50 мегапикселей, ультраширик Sony IMX363 на 12 мегапикселей, с углом обзоров скромные 113 градусов. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 24 FPS, 4К 60 FPS также на борту. Ускоренное видео может снимать в 4К, а замедленное 4К 120 FPS. Смартфон оснащен 6-осевой гибридной системой стабилизации видео. Стабилизация на среднем режиме хорошая, но картинка кропается, притом очень сильно, что совсем нехорошо. Оптический зум имеется, как и цифровой HDR, съемка, распознавание лиц, Pro режим, режим макросъемки, формат RAW, и не только это можно обнаружить в стоковой камере. Фронтальный сенсор Sony IMX663 на 12 мегапикселей находится в верхнем левом углу экрана, и он довольно большой. Максимальное разрешение для съемки видео 4К 30 FPS и фейл, что нет 60 FPS при 4К. Хотя, учитывая, какой у него роллинг шаттер, но об этом позже. Смартфон имеет много различных интересных режимов для видео и фотосъемки. Поэкспериментировать есть с чем, что, к слову, очень удобно для любителей снимать на смартфон. Качество съемки с основного модуля достойно, автофокус работает плавно и быстро без рывков. Шумов в ночное время по минимуму, фронтальный сенсор днем снимает хорошо, но в темное время суток он показал себя ужасно. Фотографии не скажу, что топ, но они действительно качественные. Ко всему, у многих пользователей основные камеры потеют, во всяком случае, если вы находитесь в холодном климате, хотя у меня в Петербурге они не потели. И нет телевика. Короткие примеры вы сейчас увидите, их будет достаточно. И вот она, средняя стабилизация у 4К 60 FPS, она включается отдельно по какой-то причине, а я думаю, вы понимаете, какая причина. Она не работает автоматом. Она не работает автоматом, чтобы мы не догадывались, что если мы включаем стабилизацию в 4К 60 FPS, здесь автоматически появляется кроп. Им же хочется нарисовать 4К, поэтому они ставят стабилизация 4К 60 FPS. То есть в идеале в любом другом смартфоне, какой бы я ни юзал, стаб, понятно, не оптостаб, а обычный стабилизатор, это не сверхстабилизация, включается автоматически. Здесь она включается в ручном режиме. Сверхстабилизацию вы сейчас тоже увидите, это основная камера. Вижу, что идет кроп, вижу, что подфризивание идет, какие-то цвета прыгают. Но вы понимаете, да, если стабилизатор не включили автоматом, то что-то это значит. Где-то они нахимичили. Совсем немного 4К 60 FPS. Видео из тайского метро, Бангкок. Я понимаю, конечно, это не Мурино, но тоже неплохо. Обновляем картинки, готовимся к следующему обновлению. Так вот, что у нас по камере? Мне она нравится.
Насколько нравится вам, смотрите. Опять же, съемка ведется с одной руки. Небольшой дождик моросит, как всегда здесь. И в целом даже зайчиков толком не хватает. Будем смотреть, запотеет или нет. Буду тестировать долго и упорно. Конечно же, огромный минус то, что телефон идет без защитной пленки. Фронталочка 4К. Welcome. И можно в режиме реального времени менять камеру по значку. Но значок почему-то не реагирует. Вот так выглядит миграшка в Таиланде. Зелень вся. На людей мрак. 4К 60 FPS. Солнце прям безумно бьет по глазам. И вот сейчас я выхожу, снимаю улочку. А вот теперь шутки не шутки. Такой фронталки в недостаточном освещении я не ожидал. Видели такое в обзорах серовозов? Ну, извините, я просто первый тест. Emotions. Вот для сравнения, как может нормально, адекватно отрабатывать основная камера на 4К 60 FPS, здесь же, в тех же условиях, и с автофокусом по полной программе, и со всеми делами. То есть раз, и все в условиях низкой освещенности. То есть основную камеру они сделали волшебную, понятно, что без телевика, а на вторую они забили. Немного мини-экскурсии. Память Сукотаги, Апуми. Может быть, немного Ванса. Но это все с одной руки, это все 4К 60 FPS. Я, конечно, стараюсь держать его плотно, но иду я довольно быстро, как вы видите. И в целом, я не знаю, все говорят, что он спортивный. Опять же, нужно будет смотреть, как в итоге он будет скидывать, потому что всегда даже супер отличной стабилизации у смартфонов я вижу одну картинку на смартфоне, мне кажется, что, допустим, она прыгает, а по факту постобработка, учитывая, что здесь 3 миллиона баллов в Antutu AI, а это прям нереально круто, основная камера, вот именно основной ширик, не ультра ширик, а ширик отрабатывает, ну, очень круто по мне, опять же по мне. И здесь дело не в размере, дело в стабе в первую очередь. Так что вы видите, что в принципе, вот здесь я вижу дергание, здесь я вижу мерцание. Что вы видите, вопрос к вам и ко мне потом в постобработке. В целом нечего смысла камеру гонять особо дико долго. Почему? Потому что примеров миллиард, снимает она на уровне топовых флагманов ТЧК. Здесь нет телевика, нет, но и ужасная фронталка. Но вот основная камера снимает очень даже достойно. Точнее, 4К есть. И вот сейчас я снимаю в Full HD 60 FPS. Ну, стаб работает, конечно же, в 1000 раз круче. И по большому счету основная масса людей будет снимать именно в этом разрешении для домашней съемки, для планшетов, потом просмотров более чем достаточно. Я не думаю, что вы видите огромную разницу. Основная камера 4К 60 FPS, это пляж, и вот сейчас вы увидите, как, точнее, фронтальная камера 4К 60 FPS, сейчас вы увидите, как в тех же условиях снимает основная. Основная камера 4К 60 FPS, пляж, и люди в основном здесь сидят и играют в смартфоны. Пятница, они взяли с собой пауэрбэнки и рубятся в РПГшке. Включая, кстати, Diablo Immortal. Такая вот интересная штука. Хорошо снимают, несмотря на то, что здесь свет очень противный. То есть вот это вот абсолютно нелегкая обстановка для него. Молодец. Можно, допустим, понятно, мерцание он ловит, но это уже все убирается. Снова хорошо отрабатывает, даже ночью. Вот так звучать будет концерт на смартфоне. Довольно плохо. Минусы: нет ТК-порта, нет беспроводной зарядки, что просто за такой ценник прям безумно странно. DC-диминг только на 60 Гц, довольно ломаное меню, это неудобно. Очень мало, по мне, функций, которые интересны лично мне. Допустим, там двойная камера в стоке в камере, скромная зарядка до 30 Вт, USB Type-C версии 2.0 могли бы выделиться. Нет карты памяти, могли бы тоже выделиться, как Huawei, чтобы можно было ее запихивать. Царапается экран моментально, нет защитной пленки в стоке, тоже бред. Убогий подбородок.
рассудок, потому что реально ощущение, как будто ты Pixel 3 берешь в руки. Мало яркости на улице, вообще не 1100 нит в автояркости, потому что 800 нит у Xiaomi 12T Pro отрабатывает лучше, чем 1100 у Asus. Объясните, в чем магия? Малое время автономной работы, до 5 часов экрана, вы будете минимум 2 раза в день его заряжать. И цену тоже она является минусом. Если бы цена была более лояльна, минусы были те же бы, но интонация была бы другой. Цену, разумеется, можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Про нее я все, что хотел, сказал и в начале, и в конце, и в примерах. Если промокодом, смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Еще раз считаю, что техноблогинг — это такая вещь, в которой ты должен рассказывать в первую очередь про недостатки устройства. И так как я все-таки это все дело покупаю, я могу примерно прикидывать, за какие деньги я бы как покупатель и потребитель был готов приобрести. Еще раз повторяюсь, что данная модель примерно вот такое же ощущение, как с Nothing Phone, не стоит своих денег сегодня. И как Nothing Phone, скорее всего, я надеюсь, дропнется очень сильно, и потом все, кто захочет, ее сможет купить через месяц-другой. Потому что сейчас ценовая политика абсолютно взята с потолка. Если вам нужен маленький смартфон, альтернатив море. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, смотрите в телеграм-канале скидок по ссылке в описании. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Если что есть на Бусти, допустим, я туда студию для подписчиков скидывал. Можете посмотреть, если вдруг решите меня поддержать. И не забудьте подписаться на канал с колоколом и написать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Вход и выход, разумеется, пишется на Sony FX3 с родовскими микрофонами. И резюмировать я бы хотел довольно неприятно. Чем конкретно? В первую очередь я считаю, что это великолепный телефон, но не за свои деньги. Почему? Потому что быстрой зарядки в нем нет. 30 ватт это курам насмех. Потому что беспроводной зарядки у него нет. Флагман за 40 плюс 50 плюс тысяч рублей без беспроводной зарядки — это тоже курам насмех. По поводу автономности я впервые встречаю телефон, который пожирает в прямом смысле 9% в час при просмотре видео не с YouTube, а ты скачиваешь его, включаешь и смотришь. По поводу звука, ну никакого здесь супер волшебного звука нет. Он громкий, но не настолько громкий, как в других флагманах. Размер имеет значение. Если брать игровые свойства, тач мне не особо зашел. Если брать экран, он идет без заводской пленки, моментально царапается. По экрану еще один огромный минус. Вот в такую погоду я его вижу хорошо. Но как только выходит солнце, 1100 нит пиковой яркости — это мало. Шим здесь довольно большой, он не огромный, они хорошо с ним справились, но не отлично. Если брать видео и стабилизацию, вы серьезно хотите, чтобы я каждый раз включал стаб, когда мне нужна более-менее приличная картинка? Во всех более-менее приличных смартах эта функция решается довольно просто. Ты берешь и устанавливаешь, допустим, кнопочку на штатив, и он отключает стабилизатор. Здесь они поступили хитро. Они стабилизатор за счет просто сумасшедшего кропа делают, и ты его должен включать каждый раз. Да, это лайфхак, они молодцы, это дичь. По поводу кнопки, которая работает для того, чтобы перелистывать что-либо, ну, это интересно, это по-новому, но серьезно, мы будем радоваться, что у нас сканер отпечатков пальцев не под экраном, шаг вперед, 2 назад. Где еще они, по мне, не очень грамотно поступили. Шрифты. И я могу до бесконечности рассказывать, какие у этого телефона недостатки. Габариты топ по автономности. Это 4,5 часа экрана. У кого был Samsung S21, помнит. Вот эта штука разряжается примерно так же быстро. То есть он суперский, но за 1032-35, если вы фанат Asus. Очень все хорошо. Великолепно. Но еще раз повторяюсь, как с Nothing Phone, помните, я говорил, что ценник должен опуститься ниже 30-ки, это будет хороший телефон. Не отличный, не суперский, не бить в, не знаю, фанфары и кричать «он лучше всех». Этот смарт за 40 плюс вообще не лучше. Еще хорошо, что у меня, кстати, камера не потела. Вы помните, что у большинства она потела? Понятно, это и у Xiaomi происходит, у остальных монобрендов, но у них нет такого перечня косяков и такого перечня лайфхаков из разряда кропок картинки. Я не встречал такого сильного обрезания. Мой взгляд такой: Asus, великолепные игровые телефоны, великолепные игровые ноутбуки, отличный компакт, но пока не за свои деньги. Пишем, интересен ли вам такой подход, ставим лайк за труды. В комментариях пишем, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Девайсу
за 32 тысячи минус, да. Скоро будет Xiaomi 12T Pro. Подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок. Добра и удачи вам, дорогие друзья!